огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать вот такую вот овечку с висячими ножками, с бусинками на конце. Вот, можно делать как подлиннее ножки, так и покороче. Глазки 10 миллиметров. Вяжется этот брелочек легко и быстро. Вот, небольшое количество пряжи необходимо. Размер 8,5 сантиметра. Вот такой вот малыш получается, малышка. Можно как с блестящей подложкой, так и просто черные, вставлять, вернее, глазки. Вся пряжа на 100 грамм 120 метров. Вяжется одной деталью, полностью одной деталью. Только вяжутся отдельно ножки полухлопковой пряжей. Если вам нравится моя овечка, то приглашаю на свой мастер-класс. Приятного просмотра! Для вязания овечки нам понадобится два вида пряжи. Это пряжа на 100 грамм 120 метров. Этикеток нету, поэтому все интуитивно подбирайте цвета. Вот и для ножек я взяла полухлопковую пряжу, тоже кофейного цвета такого. Ну, тоже можно подбирать коричневые, все цвета коричневого. В общем, на свое усмотрение. Дальше ножницы, иголочка с черной ниточкой для вышивания мордочки. Два крючка вида, это 4,5 и 2,5 миллиметра. Также карабинчик нам понадобится, у кого какой тоже. Глазки 10 миллиметров. И бусины. Бусины у меня вот такие вот маленькие, такое отверстие, чтобы можно было просунуть ниточку. Продеть. У меня это деревянные, можно любые брать бусины, у кого какие есть. Можно просто узелочки завязать на ножках, то есть тоже на свое усмотрение. И еще нам понадобится ниточка для утяжки, забыла. Вот такая вот ниточка понадобится для утяжки мордочки. Мордочку я буду утягивать, поэтому любая ниточка, какой вы пользуетесь. Итак, начинаем с молочной пряжи. Крючок у меня 4,5 и набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 и 5. Теперь со второй петли от крючка я провязываю прибавку. Дальше провязываю 2 столбика по цепочке без накида. В конце провязываю в последнюю петельку 4 столбика без накида в одну петлю. И перехожу на вторую сторону. Прокладываю хвостик и по второй половинке я провязываю за полустолбики, за полустеночки. Значит, одну петелечку, столбик без накида, второй столбик без накида и в конце прибавка. У нас должно получиться 12 петелек по кругу. Вот первый ряд провязан, 12 столбиков по кругу, второй ряд. Хвостик я подтягиваю при необходимости. Второй ряд провязываю сначала прибавку. Первая прибавка. В первый столбик я ставлю маркер. Первый столбик. Во вторую петельку тоже прибавка. 2 столбика без накида. Дальше провязываю 2 столбика без накида по цепочке. Дальше 4 прибавки подряд. Первая прибавка, вторая, третья, четвертая. Дальше 2 столбика без накида. И в конце 2 прибавки подряд. У нас во втором ряду должно получиться 20 столбиков. Второй ряд провязан. Третий, четвертый и пятый ряд мы провязываем без прибавок и убавок 20 столбиков без накида. Давайте провяжем. Провязала я 3 ряда. Такая деталь получается. Шестой ряд. Провязываю 6 столбиков без накида. В первую петлю ставлю маркер. 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше
Дальше провязываем 4 убавки подряд. Первая убавка, вторая, третья, четвертая. Дальше до конца ряда провязываем 6 столбиков без накида. И последнюю. В шестом ряду у нас получается 16 столбиков. Седьмой ряд. Я провязываю 4 столбика без накида. В первый столбик я ставлю маркер. 1, 2, 3, 4. Дальше 4 убавки подряд. Первая убавка. Вторая. Третья. Четвертая. До конца ряда провязываем 4 столбика без накида. И в седьмом ряду у нас 12 столбиков. Восьмой ряд. Я провязываю 2 столбика без накида. Дальше 4 убавки подряд. И в конце 2 столбика без накида. В восьмом ряду у нас получается 8 столбиков. Последнюю петельку я не довязываю и меняю ниточку. Обрезаю молочную и присоединяю бежевую ниточку. И дальше девятый ряд я провязываю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3. Хвостики я завязываю, чтобы они не распустились. Так, 3 провязала, 4, 5, 6, 7, 8. Девятый ряд провязан, 10-й ряд. В 10-м ряду у нас все прибавки подряд. В каждую петлю 2 столбика без накида. Провязав первую прибавку, я ставлю маркер в первый столбик. Первая прибавка, вторая прибавка, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и последняя прибавка, 8. В конце у нас должно получиться 16 столбиков в 10-м ряду. Вот так. Я уже набила туловище. Вот такой вот оно продолговатое получается. Теперь 11-й ряд. В 11-м ряду провязываем в начале 4 прибавки подряд.
Первую прибавку я провязала и ставлю маркер в первый столбик. Дальше вторая прибавка. Третья. И четвертая. Дальше до конца ряда я провязываю 12 столбиков без накида. И последняя 12 петелька. В 11 ряду у нас получается 20 столбиков по кругу. 12 и 13 ряд давайте провяжем самостоятельно. 20 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Итак, вот такая деталь у нас получается. Теперь 14 ряд. В 14 ряду я провязываю все 4 убавки подряд. Первую убавку провязала, ставлю маркер в первый столбик. Вторая убавка. Третья. И четвертая. Дальше до конца ряда я провязываю 12 столбиков без накида, и 15 ряд я провязываю 16 столбиков без накида по кругу, без прибавок и убавок. Итак, провязала я 16 ряд. В 16 ряду будем вывязывать с вами ушки. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый столбик я ставлю маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь в третью петлю от крючка я провязываю полустолбик с одним накидом. Делаю накид и провязываю полустолбик. Теперь вот у нас есть петелечка, а вот у нас есть перемычка. Я в перемычку делаю соединительный столбик. Вот у нас петелька, а вот перемычка, прямо она стоит. И вот в эту перемычку я провязываю соединительный. Дальше по голове я провязываю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В последнюю петельку я провязываю 4 воздушные петли. 3, 4. Делаю накид. В последнюю провязываю, в третью, вернее, полустолбик с одним накидом. И вот в перемычку, вот в эту перемычку, вот она, соединительный столбик. Вот мы с вами провязали ушки. Вот такие вот ушки у барашки, у овечки. Вот такие ушки. Подтягиваю. Так, теперь на этом этапе мы вставляем глазки. Вставляем глазки между 14 и 15 рядами. И 4 петельки между глазками. Итак, вставила я глазки. Смотрите, отступив от ушек, 2 петельки с одной стороны и 2 петельки от ушек с другой стороны. И вот между 14 и 15 рядами
Все, теперь я фиксирую. Итак, вставили мы глазки. Теперь я отрезала уже бежевую ниточку, меняем ее на молочную. Значит, я снимаю последнюю петельку, которая у меня здесь была. Вот, и за перемычку я ввожу уже белую молочную пряжу. Вот так. Снимаю маркер. Убираю хвостики. И 17 ряд я провязываю за заднюю стеночку петли. За заднюю стеночку петли я провязываю полностью 16 столбиков без накида. Провязав несколько петелек, я завязываю ниточки, чтобы они не вот так, и влаживаю, чтобы не распустились. Вот. И до конца ряда я провязываю 16 столбиков по кругу за заднюю стеночку петли. 6 и 7. Между ушками у нас 7 столбиков. Дальше разгибаю ушко. За ушком должно быть 9. 1 с этой стороны, 2. Ой, зацепила. Там будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот за ушко вот 9. Всего должно получиться у нас 16 петелек, 7 петелек между ушками с передней части и 9 с задней части ушки во все петельки. Дальше 18 ряд провязываем 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. Сгибаем ушко в первую петельку, уже за полную петельку. Ставлю маркер в первый столбик. 1, 2, убавка. Так нужно повторить 4 раза. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. 1, 2 и в конце убавка. Теперь нам надо набить голову. Потому что дальше уже будем еще делать убавки. У нас в 18 ряду получается 12 столбиков. И давайте набьем голову. Итак, я набила уже голову средней плотности, чтобы мы могли сделать утяжки. И все, и продолжаю вязать. 19 ряд я провязываю столбик убавка. Так нужно провязать 4 раза. Столбик без накида, убавка,
столбик без накида, убавка, столбик без накида, убавка. Это уже будет третье повторение. И столбик без накида и убавка. Провязали мы 19 ряд. У нас получается 8 петелек по кругу. И 20 ряд я провязываю 4 убавки подряд. Провязываю их. Стараюсь сначала за полупетельки. Если не получается, то за полную петельку. Первая убавка. Вторая. Третья. И четвертая. Все, обрезаю хвостик, закрепляю, одеваю иголку, так, и стягиваю отверстие. Он такой выпуклое получается. Вставляю в центр, вывожу в любое место. Все, немножко поправляю. Вот такая головушка получается. Еще подтягиваю, пока не обрезаю, подтягиваю. Все, смотрю, если меня все устраивает, путаю ниточки. Все, обрезаю хвостик. Вот такой барашек получился. Теперь давайте свяжем окантовочку. Я беру молочную пряжу. С задней части головы возвращаюсь к 17 ряду. В любое место вставляю крючок. Подтягиваю, делаю воздушную и провязываю сюда же столбик без накида. Я не затягиваю петли, а свободно вяжу в каждую петлю столбик без накида. У нас должно получиться 16 столбиков без накида. Я их не стягиваю. Убираю ушко. И за ушком впереди начинаю вязать. Так, убираем. Все, в последнюю петельку я делаю соединительный столбик. Отрезаю хвостик.
Фиксирую ниточку. Все. Давайте спрячем хвостики. Итак, вот такая овечка у нас получается. Теперь нам нужно сделать утяжки. Я уже приготовила иголочку и плотную ниточку. Вставляю в шейку в 8 ряду, в 9. В 9 ряду вставляю иголочку. Ну и как обычно я делаю утяжки. Я каждый глазик делаю отдельно, мне так больше нравится. Тогда глазки не стягиваются в середину. Вот. Завязываю. И теперь беру второй глазик. Точно так же. В серединку. Подтягиваю. Вот, и видите, глазки не все в серединку не складываются. Ну, кому как больше нравится. Делайте утяжки, но уже на свое усмотрение. Вот так. Все. Так. Запуталась что-то. Все. Теперь ниточку вставляю и вывожу где-то, подтягиваю и обрезаю хвостик. Вторую ниточку прячем точно так же. Ну вот. Вот такая вот мордочка получается. Согласитесь, с утяжкой намного интересней смотрится. Теперь вышиваем мордочку. Вставляю в любое место. Посерединке вывожу иголочку. Ну и делаю вот такие вот треугольнички. Если не понравится, сейчас переделаем. Вот. Все, меня все устраивает. Поправляем все. Завязываю на узелочек и прячу хвостики. Вот так.
Теперь давайте с вами свяжем лапки. Лапки мы будем вывязывать отдельно. А вот я взяла крючок 2,5, полухлопковую пряжу. Итак, начинаем вязать лапку первую. Я оставляю в начале небольшой кусочек, сантиметров 10-15, оставляю хвостик. И затем набираю цепочку из 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, связала я цепочку из 30 воздушных петель. Я обрезаю хвостик. Тоже оставляю где-то сантиметров 10-15. И вывожу, вытягиваю. Вот такие вот получается. Ну, их нужно связать 2 штучки. Все, теперь давайте с вами будем формировать ножки. Итак, я одела уже ниточку, наши воздушные петли. Мы будем вставлять между 2-м и 3-м рядами. Смотрим, чтобы посерединке было вот так где-то приблизительно. Вот приблизительно. И вывожу. Чтобы они были посерединке. Точно так же вторую ножку между 2-м и 3-м рядами. И в конце смотрю. Ну, вот где-то приблизительно. Вот здесь вывожу хвостик и смотрю, чтобы они были посерединке. Вот так. Все, теперь в каждую мы вставляем бусину и закрываем, завязываем на узелочек. Ножки будут так двигаться при ходьбе и будет очень привлекать внимание. Давайте с вами оденем бусины. Все, связала я, вот повесила бусины. Вот такие ножки получились. В принципе, ножки вы можете связать подлиннее, покороче, то есть уже на свое усмотрение будете смотреть. А вот, в принципе, овечка связана. Нету здесь ничего сложного. Давайте оденем. Одеваю я карабинчик. Вот таким образом. Карабинчик либо пришиваете, либо такой вот, как у меня, можно одеть. Ну вот, связали мы с вами овечку. Если вам понравился мой вариант овечки, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.